В Подмосковье прибыла еще одна группа детей-сирот из Донбасса. Депортация России украинских детей содержит признаки геноцида. Ну что же, детские дома оставлять там под ударами артиллерии, что ли? Тема депортированных украинских детей для российской власти сакральна. Так называемым спасением оправдывают саму войну, тщательно скрывают детали. Дети, которые находятся сейчас на российской территории, их имена никто не скрывает. Так вы же сообщите. Вот эти дети. В распоряжении «Дождя» оказалась аудиозапись разговора с женщиной, которая выступала истцом по делу об усыновлении украинского ребенка. Я поменяла ему только фамилию. И выиграла этот суд. Преподносят так, что вот эти люди убили твоих родственников и хотят убить тебя. Для того, чтобы они это не сделали, ты должен убить их. Подростковая психика – это мягкий пластилин. И из него можно слепить все, что угодно. Россия, Россия, это условие, огонь и сила. 19 июня 2023 года в одном из городских судов в России рассматривалось дело об усыновлении. В этот же день адвокат по семейным делам Егор Тулов похвастался перед подписчиками своих социальных сетей. Сложнейший процесс, сложнейший. Усыновление одного из нескольких. Ребенок ДНР, опека была против, прокурор против. Удовлетворение заявления об усыновлении. Судья, который одобрил это усыновление, вряд ли понимал, что его решение может стать доказательством в Международном уголовном суде в Гааге в деле против Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой о депортации украинских детей. Ну вот вы знаете эту раздутую на самом деле историю с похищением детей. Международный уголовный суд выдал 2 ордера на арест по ситуации в Украине. Мы объясняем, просто никакого похищения не было. Для Владимира Путина, президента России, конкретные действия направлены на спасение детей. И для Марии Львовой-Беловой, уполномоченной по правам ребенка при президенте России. Я мать. Этим все сказано. Какой я военный преступник? О чем вы говорите? За предполагаемые военные преступления, связанные с депортацией детей. Ну что же, детские дома оставлять там под ударами артиллерии, что ли? Депортация России украинских детей содержит признаки геноцида. Тайна усыновления защищена законом России. Имена детей, родителей, все документы по этим делам засекречены и особо охраняются кейсы детей украинских. Но в распоряжении «Дождя» оказалась аудиозапись разговора с женщиной, которая выступала истцом по делу об усыновлении украинского ребенка и выиграла этот суд. Важно сказать, что женщина не знала, что разговор был записан. Тем не менее, нам удалось верифицировать всю информацию и получить документ, подтверждающий, что действительно украинский ребенок был усыновлен в России. По соображениям безопасности мы изменили имена и несущественные детали этой истории. О судьбе 6-летнего Вани в родном Донбассе известно немного, и только со слов его приемной матери. В детский дом он попал в 2019-м, в 1,5 года. Его братья и сестра были разбросаны по интернатам Донецкой области. Мать лишили родительских прав, и сделали это по законам так называемой ДНР, а не Украины. Об отце ничего не известно, как о других родственниках. «Дождю» удалось найти личную страницу биологической матери мальчика в социальных сетях. Семейные фотографии, мама и 5 детей. Я не знаю, где у него мама, я ничего не знаю. Я, конечно, читала его биографию. Маме 35 лет, что у нее 9 детей уже, что он от 9-й беременности, что она пила, гуляла. За неделю до полномасштабного вторжения России в Украину власти так называемых ЛДНР объявили о срочной эвакуации жителей в Россию. Контролируемые Москвой власти непризнанных республик вывезли в Россию почти все детские дома. После оккупации новых территорий сирот чаще всего отправляли в Донецк, а дальше в Россию. На самолетах, поездах, под камеры пропагандистских каналов украинских детей развозили в приемные семьи и интернаты по всей стране, от Пскова до Магадана. Братья и сестра Вани попали в разные города России. Ваню вывезли последним и определили в интернат в Подмосковье. В октябре 22-го ему нашли приемную мать, Антонину. Мне просто позвонили и предложили. Я его взяла, и через неделю они мне позвонили и сказали: будьте любезны, либо его отдаете, либо берете еще 4.
И вот, соответственно, у меня началось судебное дело. Мы начали таскаться по судам. Опять же, я нашла адвоката, мы стали судить сразу на усыновление. Суды проходили в тех городах, где в интернатах живут братья и сестра Ивана. Сестра заявила, что хочет жить с ним, и на разделение не согласна. Ну, то есть, понятно, ребенку 16 лет, он тоже хочет оттуда уйти из детского дома. А причем мой уже 1,5 года уже в детском доме. И ни разу я не видел ни брата, ни сестру, он их не знает. Они всегда были в разных местах. Но суд разделение одобрил, а иск об усыновлении удовлетворил. В это самое время Мария Львова-Белова заявляла, что сирот, братьев и сестер, ни в коем случае не разделяют по разным семьям. Дети обретут родителей, дети еще встретятся между собой. Потому что многие из них долгое время друг друга не видели, там, до 4 лет. Вот одна семья, братья и сестры, говорят, мы не видели друг друга 4 года. Потому что они были в разных детских домах. У меня был суд в течение 8 месяцев, я делала психологическое заключение. То есть очень много денег я потратила на психологическое, 120 тысяч, плюс еще адвокат 300 тысяч, плюс каждый выезд. Российское свидетельство о рождении Ивану оформили еще в детском доме в Москве. В мае 22-го Владимир Путин упростил процедуру выдачи гражданства сиротам из Украины. С того момента достаточно, чтобы работник интерната, в котором оказался ребенок, написал заявление в миграционную службу. А после так называемого присоединения гражданство выдают автоматически. И это нарушение 4-й Женевской конвенции, которая запрещает менять гражданский статус детей с оккупированных территорий. Как гражданство может стереть идентичность? Я добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации, клянусь. То есть, когда мне давали на него направление, вот через неделю он получил гражданство. Поэтому в этом разницы нет вообще никакой. То есть суд у меня даже на это не посмотрел от слова вообще. Я вас не слышу еще. Да. Добрый день, Владимир Владимирович. После того, как в марте 23-го Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, Кремль изменил публичную риторику. Во всех заявлениях подчеркивается, детей из Украины отдают только под временную опеку. Я читала где-то, что вот эта Марина Львовна, что ли, какая-то, я забыла, как ее зовут, которая детьми занимается, особенно в Донецке у нее. Где-то я слышала, что, не знаю, правда или нет, она как бы запретила этих детей усыновлять. Но я точно не могу сказать, не знаю. В Подмосковье прибыла еще одна группа детей-сирот из Донбасса. Пока шли суды по делу о усыновлении Вани, российская пропаганда повторяла: усыновлений украинских детей нет и быть не может. Всех детей, попавших в российские семьи, не усыновляют, а именно берут под опеку. Почему? Усыновленному ребенку можно поменять фамилию, имя, место рождения, и тогда его следы затеряются. Это запрещено с точки зрения международного права. А с подопечным так не сделаешь, это совершенно другой статус. Мы использовали только форму опеки и попечительства, когда семья выполняет функцию присмотра, ухода, да, но при этом это не затрудняет передачу ребенка в случае появления родственников, законных представителей. Я, по крайней мере, поменяла ему только фамилию и все. Год рождения и отчество я ему оставила. И место рождения ему поменял. Однако, согласно документам, которые есть в распоряжении Дождя, помимо фамилии и места рождения, Антонина изменила Ивану и его отчество. Издание «Важные истории» выяснили, что то же самое сделал политик Сергей Миронов. Он изменил имя, фамилию и место рождения удочеренной девочки из Украины. Жена Миронова лично поехала в оккупированный Херсон, выбрала ребенка и забрала его в Москву. Если раньше, когда только мы его взяли, я его все учила, что ее будет моя фамилия, я говорила ему, называла мою фамилию, он психовал, кричал, говорил, нет, у меня вот такая фамилия. То сейчас он говорит мою фамилию спокойно, и даже другую он даже не знает. На момент начала полномасштабного вторжения Ване было неполных 4 года. Антонина говорит, что он почти ничего не помнит из своей прошлой жизни. Единственное, да, у него была психика немного нарушена, что там стреляли. Вот он боялся. Он видел в военной форме людей или охранник, он постоянно прятался и говорил, что это бандиты, и они стреляют. Но сейчас у них уже стало у него спокойно. А раньше у него был прям акцент, он делал. Видишь, где-нибудь такой внедорожник большой, говорит, о, там бандиты, сейчас будут стрелять. Особенно, когда на Новый год были салюты, он вообще прятался, боялся, что стрелять. А сейчас нет ничего.
Никаких специальных психологических курсов для приемных родителей детей из зоны боевых действий женщина не проходила. Такое, не важно, что я родила, неважно. Я не знаю, это любовь, просто я вам свою не могу передать. Я его не то что люблю, я просто его обожаю. Это просто мое все. У меня ребенку 5 лет, он уже мне на английском разговаривает. Он у меня ходит в спортивную гимнастику, уже с первого места занял. Он у меня читает, пишет. Женщина, которая сделает поступок, на мой взгляд, нарушает право, в большой мере вынуждена. Возможно, что действительно одураченные люди, некоторые действительно не видят разницы между тем, чтобы взять ребенка в Ростове и взять ребенка в Донецке. Им вот так объяснили, что одна страна. Стефания Кулаева, как и другие правозащитники антидискредитационного центра «Мемориал», с первых дней войны фиксируют военные преступления и нарушения прав украинских детей. И вот эти люди, допустим, не понимают, что они творят преступления. Конечно, понимают российские власти. Виноваты преступники в этом случае – это российские власти. И в том числе все люди, работающие, так сказать, в сфере детства, в государственных структурах. Вот для них, к сожалению, нет ни малейшего оправдания. В этом году украинский мальчик Ваня пойдет в российскую школу. Начнутся уроки о важном, поднятие флага, начальная военная подготовка, письма на фронт. И новый учебник истории России, переписанный так же легко, как и его собственная жизнь. Ваня не знает, что на самом деле он украинский гражданин. Он ничего не знает о своих братьях и сестре. Смутные детские воспоминания стираются с каждым днем. Отыскать тех, кого в России усыновили, родственникам будет крайне сложно, ведь им заменили практически все личные данные. Я уверена, что тот факт, что много скрывается, вот эти же помененные имена, факты реального удочерения, усыновления, скрывается потому, что чего-то они боятся, иначе чего будем скрывать? Значит, боятся каких-то мер, какого-то осуждения, каких-то дополнительных санкций, каких-то дополнительных ордеров. Все это, конечно, может играть положительную роль. Мы не знаем, сколько еще украинских детей было усыновлено в России. Но известно, что несколько тысяч сирот из Украины остаются в российских интернатах и приемных семьях. Несколько тысяч вынуждены жить в детских домах на оккупированных территориях и учиться по российской системе образования. Спрос и предложения на усыновление украинских детей в России были и в самом начале Большой войны. Этот пост опубликован в мае 22-го на одном из форумов приемных родителей. Выпал шанс взять с Донбасса мальчика 9 лет. Здоровый, хорошенький мальчик. По статусу уже подходит под усыновление. Маму прав лишили. По отзывам, светлый, ласковый и абсолютно домашний ребенок. 127 комментариев. Обсуждают внешность мальчика, по фотографии пытаются понять, есть ли у ребенка заболевание или отклонение. Один из пользователей все-таки беспокоится, что подобное усыновление может быть незаконным. Учитывая место рождения ребенка, я бы пока что больше беспокоилась о юридической чистоте такого усыновления. Велик риск, что его признают незаконным и ребенка вернут в свое государство. Готовы к такому повороту? Но у женщины, которая собирается взять ребенка, сомнений никаких. Он из ДНР, и скоро это будет, скорее всего, частью России. А заботить это нас может только в случае развала самой России. Когда-нибудь, может быть. И, надеюсь, не при нашей жизни. Неизвестно, произошло усыновление или нет. Связаться с участниками дискуссии не удалось. Тема депортированных украинских детей для российской власти сакральна. С одной стороны, так называемым спасением оправдывают саму войну, с другой – тщательно скрывают детали. Чиновники, работники интернатов, приемные родители отказываются разговаривать с независимыми журналистами без особого разрешения. Впрочем, официальные лица на оккупированных территориях периодически проговариваются. Редкая неделя, когда бы с территории большой нашей родины России не было бы звонка с просьбой «помогите взять ребенка в семью, усыновить». И 2 готовы, и 3 готовы. Именно с таким запросом под видом родителей мы и позвонили в российские интернаты и детские дома в так называемых новых регионах. Здравствуйте, а я хотела бы усыновить ребенка из ДНР, ЛНР. Скажите, это возможно? Возможно, конечно, возможно. То есть усыновление именно этих детей возможно, да?
Изначально у нас как бы берут под опеку, а потом уже смотрят там и уже решают вопрос, усыновлять или... А вы знаете такие случаи, ну, когда усыновление было? Да, есть такие случаи. Здравствуйте. Я хочу усыновить ребенка из Донецка. Я сама из России. Хотела узнать, вот есть разница между усыновлением российских детей и детей из ДНР? Ну, конечно, мы же теперь тоже Российская Федерация, поэтому никакой разницы. Тем более наши дети были вывезены отсюда во время боевых действий и стали на учет в тех органах опеки России. То есть возможно приехать к вам и усыновить? Ну, так как вы живете не в ДНР, вы, конечно, можете приехать сюда и здесь усыновить. Потому что суд будет проходить по месту жительства ребенка. Если ребенок находится у нас, то вы должны к нам приехать и здесь пройти суд. По данным Киева, в Россию было депортировано более 19 тысяч украинских детей. Уголовное преступление за вывоз, как они называют, депортацией детей, да, насильственный вывоз, а на самом деле эвакуация из-под обстрелов. Мы по Женевской конвенции можем эвакуировать людей, детей из зон, где для их жизни и здоровья представляется опасность. Женевская конвенция как раз запрещает вывоз граждан с оккупированной территории на территорию оккупирующей державы. Эвакуация возможна, если есть прямая опасность для жизни, но опять-таки это временная эвакуация, и вывезенных детей Россия обязана была вернуть Украине. Никогда у нас не было никакой депортации детей, насильственной, тем более никогда у нас не было никакого удержания детей. Есть четкая позиция президента. Вот в Херсоне был случай, что работники такого дома малютки прятали детей. Они понимали, что их у них попробуют похитить. Да? Они их прятали в церкви. Они их не могли прятать в детском доме. Они понимали, что туда обязательно придут. И им удалось договориться со священником, который человек 20 этих детей разрешил им спрятать. Но они, конечно, сами там тоже были, ухаживали. В какой-то момент их всех забрали на допрос, и священника тоже. А когда они вернулись, детей не было. Российская власть утверждает, что вывезла из оккупированных ею территорий около 2000 сирот. 380 из них попали в приемные семьи. Это последняя цифра, которую называла Мария Львова-Белова. Время идет, дети растут, меняются. И в российскую базу усыновления они попадают уже как российские дети. Все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает. Так вы же сообщите. Вот эти дети, вот такие-то, такого-то возраста, такого-то времени вывезены, находятся там-то. Выезжайте, представители украинской власти, за ними. Эту информацию скрывают, этих детей где-то прячут, те, кто их ищут. Проходит много адресов. Потому что были тут, но уже нету. Куда-то еще вывезли, куда-то еще перепрятали. В этой ситуации, конечно, нет никаких сомнений в том, что имеет место злая воля, и похищение детей носит намеренный характер. Узнать, что ребенок из Украины, можно только случайно. Это анкета Алексея. Мальчика можно взять под опеку или усыновить. Регион пребывания – Тамбов. А это сообщение на одном из форумов приемных родителей. Тут информации больше. 12 лет, мама погибла в ДНР, ребенок домашний, очень хочет в семью. 8-летний Семен и его 13-летняя сестра Карина тоже в базе «Усыновите.ру». Среди возможных форм устройств – усыновление, регион проживания – Кировская область. К Новому году вятские журналисты сняли про Семена сюжет и рассказали, что на самом деле мальчик родился в Донецкой области. Вручал подарок Дед Мороз специального назначения вместе с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Спасибо росгвардейцам за то, что подарили велосипед. Точно известно как минимум об одной группе украинских детей, которых в октябре 22-го привезли в Кировскую область и распределили по приютам. Семен и Карина попали в Сосновскую школу-интернат. Кстати, в конце прошлого года с этим заведением случился скандал. Но вовсе не из-за вывезенных украинских детей. Воспитанники интерната пожаловались адвокату Никите Сорокину. В детском доме холодно,
антисанитария, эпидемия вшей и побои со стороны воспитателей и старших воспитанников. Прокуратура факты избиения не обнаружила, зато подтвердила, дети действительно живут в антисанитарных условиях, моются 1 раз в неделю в бане, душа в интернате просто нет. Но это изнанка, а на фасаде установлены мемориальные доски воспитанникам этого детского дома, погибшим на войне против Украины. Милитаризация – важная часть воспитательной программы. Для детей проводят встречи с солдатами, их заставляют писать письма на фронт, плести маскировочные сети, делать блиндажные свечи и учат обращаться с оружием. На официальной странице Нарышкинской школы-интернат, куда привезли 60 сирот из Украины, только за последние 7 месяцев трижды рекламировали службу по контракту. На стене этого интерната висит памятная доска погибшему на войне воспитаннику. Милитаризация детей вообще запрещена международным правом, любых. И в частности, Россия ратифицировала специальный протокол, запрещающий не только участие детей в военных конфликтах, но и подготовку их к этому участию. А что это, как не подготовка, если детям дают собирать и разбирать автомат? Это такое же нарушение их прав, как, я не знаю, Гитлер-Югенд нарушал права немецких детей. В России украинские дети подвергаются такому же военно-патриотическому воспитанию, как и остальные. Но на оккупированных территориях этому уделяют особое внимание. За нами Русь, мы победим и говоримся как один. Мы все выдержим, пройдем, прорвемся, мы врагов своих переживем. А если вдруг умрем, воскреснем, если надо будет, вновь умрем. Лидер националистического проекта «Русский стяг» Евгений Долганов выступает перед воспитанниками Мелитопольского центра психологической реабилитации. В нулевые он был известен как Женя Русский стяг. Тогда же состоял в национал-социалистическом обществе, а сейчас активно поддерживает войну. В этом центре в Харциске живут сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей оккупированного Запорожья. Тут же им выдают российское гражданство. Путевка во взрослую жизнь для многих начинается с получения российского паспорта. В центре психологической реабилитации к детям регулярно приходят военные, прямо с фронта. Он совсем рядом. Это, например, визит солдат штрафного батальона «Шторм». Там воюют бывшие заключенные и провинившиеся солдаты российской армии. Детская мечта 14-летнего Вани стать военным и служить родине превратилась в цель жизни и, возможно, скоро станет реальностью. Он уже подал документы на получение паспорта, а через год будет поступать в одно из кадетских училищ. Сотрудники центра уверены, Иван станет отличным офицером. Буквально в 2024 году, с 1 сентября, они открывают новый предмет «Основы государственной безопасности и защиты Родины». И там будут учиться дети с 9 по 11 класс. Это уже огневая подготовка, это уже тактическая подготовка, это уже занятия на полигонах. То есть это уже, вот скажем так, курс молодого бойца в школе. Это все называется гражданский милитаризм. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ, правда. Российская пропаганда демонстрирует, как сироты на оккупированных территориях якобы поддерживают войну. На этом видео бойцы бригады «Днепр» читают письма детей из мелитопольского интерната «Гармония». Уважаемый солдат, прошу тебя и твоих друзей, бейте нациков, фашистов. Я верю, вы справитесь. Ярочка, Юра. Артем, Давид. Максим, Назар. Алена, Давид и Кирилл. Военнослужащие бригады «Днепр» выражают огромную благодарность интернату «Гармония». Спасибо вам за вашу поддержку. Преподносят так, что вот эти люди убили твоих предков, твоих родственников. И хотят убить тебя, твою маму. И для того, чтобы они это не сделали, ты должен убить их. Как мне говорили воспитатели, им объясняют главный постулат. Подростковая психика, подростковое сознание – это мягкий пластилин. И из него можно слепить все, что угодно. Посещение оккупированных территорий – обязательное упражнение для замаливания грехов российских артистов, блогеров и политиков. Концерты на руинах, раздача гуманитарной помощи и, главное, посещение детского дома.
Для региональных чиновников такие визиты еще и ступень карьерной лестницы. После каждой поездки патриотический текст и фотоотчет в социальных сетях. Вот, например, пост политтехнолога и пиарщика Романа Пермякова. Донбасс. В составе нижегородской делегации посетили социальный интернат, где живут дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе из Мариуполя. Кто хотя бы раз заглянул в эти глаза, даже про себя не задаст себе вопрос о том, зачем и ради чего воюют наши ребята на Украине. Посмотрите видео, как эти детские голоса хором поют песню о России до мурашек. Тот же интернат в сюжете Первого канала. Дети с разных, наверное, регионов, да? Макеевка, Харциск, Донецк. Вот сейчас у нас есть 6 детей из Мариуполя. Ты сама откуда? Я с Мариуполя сюда. С Мариуполя? Там бомбежки были сейчас. Сиротам регулярно привозят подарки и рассказывают о геополитике. Только большие страны по-настоящему имеют государственный суверенитет. У нас вот такая Россия, мы родились в такой большой стране. И, конечно, всему миру есть чему поучиться у нас. Алексей Муратов – наместник из Москвы, заместитель председателя «Единой России» в оккупированной Донецкой области. Но свою карьеру он начинал как Денис Пушилин с финансовой пирамиды. В 2013 году, например, Муратова арестовали в Индии по обвинению в мошенничестве во время кампании по продвижению МММ. Тогда ему удалось сбежать. А в 2014-м Муратов вместе с Пушилиным уже строил другой проект из 3 букв – ДНР. В том же Харцизском детском доме есть ежегодная традиция. В день рождения Александра Захарченко, это первый глава так называемой ДНР, дети должны почтить его память и послушать рассказ о героических подвигах. Права детей и украинских, и неукраинских, но которые находятся под контролем России, нарушены в том, что их обманывают. Обманывают в вопросах о том, какие были цели этой войны. На этом видео, опубликованном в инстаграме приемной матери Марии Андроновой из России, подпись «Наш 6-й ребенок ждет нас в детском доме». Многие же узнали на кадрах КПП из Варина. Это граница с Украиной. Этот пункт пропуска Москва контролирует с 2014 года. Позже это видео с границы женщина удалит. Впрочем, проследить путь Андроновых можно по другим постам в соцсетях. В Луганском доме малютки Мария и Андрей заберут годовалого ребенка. Здравствуйте. Здравствуйте. Получите своего голубоглазого. Сероглазого. Мальчика назовут Сашей. Поскольку он родился на оккупированной территории после 22 года, ему оформили единственное гражданство – российское. Ездить за детьми в так называемые новые регионы становится для россиян обычной практикой. В так называемой ЛНР есть своя база детей, которых отдают под опеку или усыновление. И пополняется она ежедневно. Сирот становится все больше и больше. За первые 3 месяца 2024 года в ней появилось 125 новых анкет. На сегодняшний день очень жесткая стала политика лишения родительских прав. Это известно от коллег-адвокатов, которые работают на оккупированной территории. К ним очень много обращаются родителей, у которых идет процесс лишения родительских прав. За год их точно больше 1000. Это при условии, что мы анализировали только оккупированную территорию Донецкой и Луганской области. По словам украинского правозащитника Павла Лисянского, формально ребенка из семьи могут забрать по так называемым социально-экономическим причинам, а на деле из личной мести, по доносам за проукраинскую позицию или чтобы выманить взятку. Это могут подать, в принципе, оккупационные власти могут использовать других граждан. То есть просто любого гражданина, гражданин пишет, что вот такое заявление о том, что мне известно, что дети живут там или в нищете, или их неправильно воспитывают, и пошел процесс. Либо это может сделать государственный оккупационный орган власти, да, то есть, и вот родители начинают таким вот образом, скажем так, прессовать.
Родители из России точно пользуются луганской базой усыновления. Анкеты из нее можно найти в некоторых российских сообществах по усыновлению детей. Вот одно из них. С октября прошлого года 7 анкет детей из Луганска. Алена ездила в Луганск прошлой осенью, забрала ребенка с особенностями развития. Луганск вообще настаивает на усыновлении, но у меня ребенок с инвалидностью, поэтому у меня опека. По словам Алены, все бумаги оформляются строго по российскому законодательству, но рассказывать свою историю публично она не хочет. То есть сейчас статус Луганска в международном праве, он непонятен. И как это будет дальше развиваться, никто ничего не знает. Мы сами же люди просто, потому что прекрасно понимаем. То есть сегодня Путин есть, у нас этого нет. Я под опеку соответственно законам Российской Федерации. Отсюда мы можем знать, чего с Луганска через 10 лет. Но вы все равно решили взять ребенка оттуда? Да, поэтому, я особо сильно сейчас это не хочу. У тебя за задним дворе найти, встретиться с украинскими националистами, я тоже не хочу. С кем, простите? Я была с украинскими националистами. Кто знает, что у кого этих хохлов, нет. Первыми из тех, кто под камерой и вполне открыто решил взять ребенка на оккупированных территориях, стали супруги Рыбалко. Мы хотим принять под опеку или усыновление ребенка из вновь присоединенных к нам республик. В сопровождении движения «Народный фронт» они прибыли в Луганск. Вот мы сейчас приехали, хотим усыновить ребенка. Попросим пройти в этот кабинет. Мы определились, вот этого мальчика мы бы хотели посмотреть. Артем к нам поступил в детский дом в 2021 году. А скажите, пожалуйста, у Артема касательно его биологической семьи возникают вопросы про маму? Когда только поступил, он хотел вернуться. Он спрашивал, он помнит, что он работает в магазине продавцом. Сейчас он уже не спрашивает. Что именно случилось с Артемом в 2021 году и где его родители, в этом сюжете Первого канала не уточняется. Зато подчеркивается, это опека, не усыновление. Подчеркивается вот эта какая-то близость эмоциональная и вообще желание фактически играть роль мамы. Понятно, что это долгосрочные отношения, и дальше уже в общем не важно практически, усыновление это или опека. Для этого ребенка разницы нет. Он вырастает в этой семье. В какую именно семью попадет украинский ребенок – русская рулетка. Что такая куртка в стиле мини? Это мамина курточка. Это моя походная. Кирилл родился в Луганске. Там же попал в детский дом. В 23-м его взяла под опеку и вывезла в Москву Татьяна Лиходжина, вдова Дениса Кудрина. Под позывным «Хулиган» он участвовал в войне России против Украины еще с 2014 года в качестве так называемого добровольца. Погиб в марте 22-го. После смерти мужа Алиходжина работает в общественной палате так называемой ЛНР. Регулярно ездит на оккупированные территории, фотографируется с военными и воспитывает детей. Потому что мне нравится это все военная тематика. Мне нравится оружие. Мы когда-то с моим получается, уже детским домом ездили на военную базу. Мне понравилось это пехотинцы и снайпера. А потом та сторона будет говорить, что мы агитируем, и мы говорим им, идите в кадетку. Есть и другие примеры. В Воронеже семья с ВИЧ-положительной мамой забрала из интерната украинскую девочку с ВИЧ. В приюте оккупированного Донецка ребенка считали чуть ли не прокаженной. Нормального лечения девочка не получала. Это усыновление фактически спасло ей жизнь. А некоторые дети попадают в семьи тех, кто прямо сейчас ведет войну на их родине. Муж участника СВО прекрасно знает, что такое, и обстрелы, и сам спасал этих женщин, и детей, и эвакуировал это все, как говорится. Поэтому мы очень даже рады, что наш малыш оттуда. 7-летний Олег из Донецкой области. В конце прошлого года его взяла к себе ультрапатриотическая российская семья. Украинский ресурс-миротворец обвиняет Виктора Филонова в военных преступлениях в Киевской области, в том числе в Буче. Воюет он и сейчас. А жена Филонова, Мария, возглавляет комитет семей воинов Отечества в Пскове и не скрывает, что растит из своих детей будущих солдат. За 2 года Украине удалось вернуть с территории России 388 детей. И каждое возвращение – это сложнейшая операция. При этом российская власть продолжает утверждать, никаких преград нет, готова отдать всех детей, просто никто не забирает. Это неправда.
в случае так называемого вранья. Мы знаем со слов родителей, которые пытались вернуть своих детей. Родителей, даже не представителей государства. Вот с Харьковской области мама, которая отправила ребенка, одного из своих детей, на оздоровление. Его ей отказались возвращать. Она поехала за ним сразу, она прекрасно собиралась его забирать. И ее просто не впустили в Российскую Федерацию. Журналист Виктория Ивлева живет и работает в Киеве с начала полномасштабной войны. В конце прошлого года ее подписчики в социальных сетях сообщили: в Пскове в детском доме живет мальчик Сережа из Херсона. Виктория отправилась в Херсон и нашла его мать, Галину. И когда я ей сказала, что это вот ваш сын, да, это мой сын, мой Сережа, Цивин. И когда я ей сказала, что только вы можете его забрать, она ни секунды не колеблясь сказала: да, я поеду. Деньги на поездку собирали волонтеры. Ивлева сопровождала Галину через всю Европу, до самой границы с Россией. В Псковской области женщину встретили российские волонтеры. Там было свое приключение, потому что мальчик очень долго ждал. Выяснилось потом, что он пробыл в российском детском доме 11 месяцев. И он ужасно был обижен на маму. Он считал, что она его бросила. Он назвал ее предательницей. Сначала сказал, что никуда я с тобой не поеду. Но надо сказать к чести руководства детского дома, они оставили их наедине, и через час мальчик и мама сказали, что да, поедут. Летом 22-го, когда Херсон был под российской оккупацией, Сережа с мамой и сестрой жили в общежитии. Там же базировались российские солдаты. Однажды, когда Сережа был дома один, к ним в комнату вошли двое с автоматами. Сказали: возьми свое свидетельство о рождении и пойдем с нами. Посадили в машину и увезли. Они ехали, не останавливаясь. Представляешь, где Херсон и где Псков? Они ехали 2 суток через Крым, не останавливаясь. Один рулил, другой спал и наоборот. Останавливались они только поесть и сходить в туалет. А он сидел и рыдал в машине. И на границе они сказали: если что, скажешь, что ты едешь в лагерь. И дальше фантастическое окончание. Они привозят его в Псков, в детскую больницу, и оставляют там. Все, больше они в жизни Сережи не появлялись никогда. Я так понимаю, что это просто привоз ребенка в русский рай. Собачонки взял за шиворот, вот так вот стряхнул с нее воду и грязь и швырнул в машину на заднее сиденье. Покормил по дороге, потом дальше швырнул. И что там с этой собачонкой стало? Да плевать, мы же его спасли. Мы его спасли, а 10 его односельчан мы при этом застрелили. Анкету Сережи поместили на сайт «Усыновите.ру». При живой матери, которую никто не лишал родительских прав, мальчику начали искать приемную семью в России. Из больницы мальчика отправили в интернат. Это был очень хороший детский дом. Детям там относились хорошо. Никто над ними никогда не издевался. Но в школе, куда они ходили учиться, в школе над ним издевались. То есть это была дополнительная травма. Ну что я могу сказать? Ну преступники. Преступники. Там была такая идеологическая обработка. Дети должны были писать письма российским солдатам в армию. Сейчас Сережа живет с мамой и сестрой в Херсонской области. Бедно, тяжело, на линии фронта. С Серегой все непросто, и с семьей его все непросто. Я иногда думаю: черт возьми, думаю, а вот, наверное, там было хорошо, в этом детском доме-то все-таки, вот там учились, то все. Но это же было, я тут же от себя эти мысли отгоняю. Каждый должен понимать, что если бы 24 февраля Российская Федерация не пересекла границу с Украиной и не начала войну, то этого бы ничего не было. Ничего бы этого не было. Жил бы этот Сережа в своей... Я не могу, сейчас плакать начну. Сколько детей, я не говорю уже про погибших, но сколько детей из тех, кто жив, продолжали бы спокойно жить в своем доме, со своими родителями, в детских домах на своей территории, где своя культура, свои привычки, свой способ жизни. Я очень рада, что Серега находится в Украине, я просто счастлива. Но что бы ни было, никогда не нужно забывать, кто это начал. Вот об этом нужно помнить каждую секунду. И кто в этом во всем виноват. И будет виноват всегда во веки веков. Я могу точно сказать, что мне не стыдно ни за одно свое действие. Потому что это все было для детей и ради детей. Мы ее еще будем очень-очень долго разгребать, потому что эти дети вырастут, они будут свидетелями. Сейчас они боятся говорить, а потом они будут говорить.
Ордер на арест существует уже год, но арестовать Владимира Путина и Марию Львову-Белову смогут только в том случае, если они окажутся на территории одной из 124 стран, признающих юрисдикцию Международного уголовного суда. А пока, и это очень важно, потерпевшие и свидетели продолжают давать показания, журналисты и правозащитники проводят свои расследования. Это позволяет задокументировать следы украинских детей, депортированных в Россию, чтобы однажды все они смогли вернуться домой.